Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Сегодня мы будем делать забавные игрушки для интерьерной композиции. Их еще называют скандинавскими гномами. Шить мы будем из тех материалов, что оказались у нас под рукой. Для основы мы используем фетр, а для колпачка и рукавиц возьмем кусочек флиса. Изготовить гномов проще всего по выкройке. У нас есть вот такая. Изначально мы взяли ее в интернете, а потом доработали, так как в тамошних чертежах слишком большие ручки и слишком маленькие рукавички. Итак, начнем. Берем ножницы и вырезаем основную деталь. По ней мы сделаем туловище и колпачок. Вырезали выкройку из бумаги, прикладываем ее к кусочку фетра и обводим швейным мелком. В качестве материала для туловища можно использовать практически любую ткань. Хлопок, лен, бархат, велюр и так далее. Обвели. После берем ножницы и вырезаем. Нам нужно 2 таких заготовки. Вырезали 2 заготовки для туловища гнома. Теперь вырезаем 2 заготовки для колпачка. Выбираем для этого флис, так как он мягче и эластичнее. Пробовали делать колпачки из фетра. Получается не очень. Фетр слишком плотный и плохо ложится на изгибах, а ткань должна как бы струиться. Поэтому лучше шить из более мягких, тонких и эластичных материалов. Вообще, внешний вид гнома создают 2 основных элемента – колпак и борода. Все остальное не имеет решающего значения. Обводим выкройку колпачка мелком и вырезаем его. Мы вырезали 4 заготовки, 2 туловища, 2 на колпак. Теперь нам нужно вырезать дно для туловища. Вырезали донышко, обводим выкройку швейным мелком и вырезаем заготовку из фетра. Вырезали дно, теперь собираем туловище гнома из 3 частей. Я предпочитаю сделать это на швейной машинке, хотя сшить гнома можно и вручную. Мы прошили заготовку со всех сторон, оставив только небольшое отверстие. Через это отверстие мы вначале вывернем заготовку. Вывернули, теперь необходимо заполнить туловище наполнителем. Для того, чтобы игрушка была устойчивее, добавим сыпучий наполнитель. У нас специального наполнителя под рукой не оказалось. Поэтому мы используем горох или гречу, примерно 6-8 столовых ложек. Наполнитель насыпали. Теперь нужно заполнить игрушку чем-нибудь мягким. У нас это будет синтетическое волокно, полиэстер. Им мы и будем набивать гномов. Наполнили туловище гнома волокном. Теперь, прежде чем зашивать отверстие, вставим туда кусок алюминиевой проволоки с загнутыми концами. Концы загибаем для того, чтобы не проткнуть гнома, а проволока нужна для того, чтобы согнуть и зафиксировать колпак в нужном положении. Вставили проволоку, зашиваем отверстие. Собрали туловище гнома. Теперь делаем ему ручки. Для этого вырезаем соответствующую выкройку. А потом по выкройке вырезаем из фетра 4 заготовки. Вырезали 4 заготовки, складываем их между собой попарно и прошиваем по краю. Одну сторону не зашиваем. Через нее мы будем забивать ручки синтетическим волокном. Прошили ручки, выворачиваем их наружу. Вывернули, набиваем полиэстером. Ручки вначале набиваем поплотнее, а самый конец не набиваем вовсе, иначе ручки не лягут вдоль туловища, а будут торчать в разные стороны. Ручки набили. Теперь вырезаем выкройку рукавички и переносим ее на фетр. Потом вырезаем их ножницами. Вырезали 4 заготовки рукавичек. Сшиваем их между собой, а потом выворачиваем. Сшили маленькие рукавички, одеваем их на ручки. Если есть необходимость, приклеиваем рукавицы к рукам термоклеем.
Ручки сделали. Туловище гнома готово. Теперь собираем колпачок. Берем 2 половинки колпачка из флиса и сшиваем их по краю между собой. Прошили колпак, выворачиваем его и примеряем. После этого определяемся с размером и формой бороды. Борода и колпак в гноме самое главное. Бороду мы делаем из полушерстяной пряжи для ручной вязки. Берем пряжу и наматываем ее на руку. У нас получается небольшой моток. Перевязываем моток с одной стороны ниткой, вяжем потуже, а потом с другой стороны разрезаем моток ножницами. Разрезали, кладем моток на дощечку и прочесываем его корщеткой. Обычно такой щеткой чистят металл от ржавчины. Можно также использовать металлическую щетку, которую причесывают питомцев, или простую расческу, но простой расческой будет намного дольше. Таким образом мы сделали 2 пучка. Один побольше – это борода, другой поменьше – это усы. Теперь берем гнома и пришиваем бороду или приклеиваем клеевым пистолетом. Я буду пришивать, но приклеивать быстрее. Один пучок закрепили, крепим второй. Если вам не нужна слишком пышная борода, то достаточно будет и 1 пучка. Прикрепили бороду, теперь приладим ручки. Пришиваем их так, чтобы колпачок закрывал место крепления. Ручки мы пришили. Осталось прикрепить нос и глаза. Как сделать нос, вам расскажет Наталья. Мы берем кусочек капроновых колготок, отрезаем от них квадратик или кружочек, потом берем полиэстер, формируем из него комочек. Примеряем наполнитель. Такого размера носика нам вполне достаточно. Берем нитку с иголкой и нанизываем материал на иголку, отступая от края примерно сантиметр, чтобы он не посыпался. Продеваем нитку по кругу и в получившийся мешочек складываем наполнитель, а потом потихонечку стягиваем. Чтобы закрепить носик, делаем несколько оборотов ниткой вокруг и потом просто подшиваем. Подшили, лишний капрон обрезаем. Наш носик готов. Получившийся нос приклеиваем термопистолетом или пришиваем иголкой с ниткой. Нос пришили. Пришиваем глаза. У нас есть 2 варианта. От того, какие глаза и как они пришиты, будет зависеть выражение лица гнома. Глаза мы пришили. Теперь нужно подстричь и подклеить бороду, чтобы она держалась на нужном нам месте. А потом можно сформировать и подклеить изнутри термоклеем складки на колпачке. Мы сделали 2 варианта гномов. Отличаются они формой бороды, носа, складками, а выкройки у них совершенно одинаковые. Колпачки и гномов можно еще дополнительно украсить, но по большому счету гномы уже готовы. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всего вам доброго. До свидания.